Здравствуйте, друзья! Каркасные дома Америки. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Знали ли вы, что в Штатах каркасными бывают даже пятиэтажные многоквартирные дома? Но прежде чем говорить о самой стройке, хочется сначала поговорить о психологии, иначе картина будет неполной или непонятной, что частенько порождает волну необоснованной критики в адрес наших заокеанских соседей. Дом для типичного современного полуурбанизированного американца – временное жилище. Они могут менять свои дома так же часто, как и машины. Один из поводов для переезда семьи – близкое расположение нового дома к хорошей школе, куда будут ходить дети. Среди прочих – близость к новому месту работы и тому подобное. Сравните это отношение с нашим российским менталитетом, где каждый стремится построить на века, чтобы досталось как минимум детям и внукам. К слову, дети американцев по достижению совершеннолетия, как правило, покидают родительский дом, сами или по настоянию родителей, и пускаются в самостоятельное плавание. А пожилые американцы могут и вовсе продать свое последнее жилище, чтобы немного попутешествовать по миру и затем осесть на полном пансионе в каком-нибудь хорошем доме престарелых. В таком поведении отдаленно просматривается христианский мотив, когда человек себя ощущает лишь временным гостем в этом мире и не стремится глубоко привязаться тут к чему-либо сущему. Но, разумеется, основным мотивом являются лишь практические соображения и удобства. Американцы ценят простор. В частном доме обязательно должна быть большая гостиная, зачастую совмещенная с кухней, отделяемая лишь барной стойкой. Обязательно несколько санузлов и ванных комнат. Для родителей, для детей, для гостей. И гараж на 2 машины. Также обязательно центральная система кондиционирования, она же и отопление. И, как правило, газовый камин. Камины американцы тоже любят. И хотя в теории газовым предпочитают натуральные, из-за увеличенной стоимости страховки и излишних хлопот с розжигом, на практике пользуются первыми. Обычные каменные камины можно встретить в старых домах или более дорогих. Достаточно часто можно видеть, что камины пристраивают к домам снаружи. И то, что таким образом они больше греют улицу, никого не смущает, поскольку практический смысл тут уходит на второй план. Некоторые американцы с удовольствием запекают в них картошку, когда приходит прохладная зимняя погода. Самостоятельным строительством частных домов американцы практически не занимаются. Это очень хлопотно и дорого. Множество согласований и проверок, куча бумаг, беготни. Обычно американцы покупают дома в поселках или специально застроенных районах. Если поселок только готовится к застройке, покупатель заранее может выбрать себе один из типовых проектов, предлагаемых застройщиком, и внести в него определенные изменения. Каждый район-поселок имеет генплан со всей инфраструктурой, начиная от коммуникаций и дорожной сети до различных мест социального назначения – бассейны, детские площадки, теннисные корты, парковые зоны. Районы делятся на округа, в каждый из которых входит примерно по 100 домов. Весь район-поселок будет пользоваться заранее построенной инфраструктурой магазинов, банков, детских садов и прочего в соответствии с расчетным количеством жителей. Обычно каждый дом в поселке стоит на своей отдельной территории, имеет огороженный внутренний двор в 1,5–3 сотки и переднюю лужайку. На заднем дворе иногда сажают пару небольших фруктовых деревьев, изредка размещают небольшие бассейны или джакузи. Но чаще всего там сплошной газон, на котором может расти какое-либо большое дерево для создания тени. В соответствии с генпланом в поселке прокладываются коммуникации, дороги, а затем начинается выемка грунта под подушки для фундамента домов. Обычно в качестве фундамента заливается поверхностная железобетонная плита с элементами мелко заглубленных лент. И хотя морозов в южных штатах не бывает, высокий уровень грунтовых вод и состав почвы доставляют немало хлопот. Например, в одном из относительно старых поселков в пригороде Хьюстона многие дома имели весьма серьезные проблемы с фундаментами. Где-то плита попросту сломалась, и трещина прошла через весь дом, включая выложенные плиткой полы, стены и потолок. У кого-то в доме не закрывается несколько наружных и внутренних дверей,
и так далее. Жители и специалисты винят в этом подвижные, наполненные водой глинистые почвы. После заливки плиты возводится каркас. В качестве несущих элементов используется 2-дюймовая доска, 50-ка, которая в местах высоких нагрузок, опоры и перекрытия скрепляются в бутерброд по нескольку штук, до 4 и более. Элементы каркаса скрепляются металлическими пластинами. В качестве крепежа в основном используются гвозди, а не саморезы или шурупы, как многие могли подумать. Забиваются они в 1 секунду пневмоаппаратами и лучше держат поперечные нагрузки на срез. Впрочем, шурупы, болты и глухари тоже в ходу. Про ураганы отдельный сказ. Они посещают побережье Мексиканского залива с завидной периодичностью. Типичный пришедший ураган имеет 2-ю категорию из 5 по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в нем достигает 40-50 метров в секунду, 150-180 км в час. Местное население в этом случае эвакуируется в добровольном порядке. Дома в вышеупомянутом поселке переживают подобную непогоду без особых проблем. Хотя местные рассказывают, что знаменитый Айк в 2008 году повалил все заборы, а ангары для садового инвентаря потом снимали с деревьев на соседних участках. При этом ни один из домов особого ремонта не потребовал. Тем не менее, чуть южнее этот ураган снес целый городок Галвестон, расположенный на самом побережье. Там пострадали даже железобетонные здания. После установки каркаса в нем прокладываются все необходимые коммуникации: центральное кондиционирование, вода, электрика, интернет. Затем в каркас укладывается минеральная вата, и он закрывается щитами из ОСП. Внутренняя отделка гипсокартон, а внешняя зависит от статуса поселка или района. В более престижных местах идет обкладка декоративным камнем или щитами с его имитацией. На периферии чаще используется обыкновенный сайдинг. Если вы подумали, что каркасные технологии используются только в малоэтажном строительстве частного сектора, то вы заблуждаетесь. Они используются всюду, вплоть до многоквартирных домов в 5 и более этажей, а также больших торговых центров. Изредка часть каркаса может быть заменена металлоконструкциями, но это там, где требуется создать большое единое внутреннее пространство без колонн. Также в некоторых случаях первый этаж может быть выложен из ячеистого бетона, но это большая редкость. Что касается более северных регионов США, Аляски и Канады, то принципиальных отличий в подходе нет. Там тоже сплошь и рядом одни каркасники. Разница лишь в фундаментах и толщине слоя утеплителя, заложенного в стены. А сейчас я выскажу свое мнение. Что бы ни говорили сторонники рамно-фанерных домов, но практично далеко не всегда синоним хорошо. Насколько такой дом теплее кирпичного, судить не берусь, но в жаркую погоду прохладу лучше держит кирпичный. Мой знакомый живет в кирпичном доме. Чтобы поддерживать комфортную температуру, кондиционер у него включается гораздо реже, чем в стандартных домах при прочих равных условиях. При этом на повышенные расходы зимой он тоже не жалуется. Звукоизоляция в рамных домах очень посредственная. Конструкция из 2 тонких стенок с воздухом внутри не может эффективно гасить звук. Скорее, она будет резонировать. Звук хорошо поглощается либо в массивном материале, либо в рыхлой изоляции. А в межкомнатные перегородки в американском доме изоляцию не кладут. Рассказывать для сравнения про стоимость московских квартир некорректно. Где-нибудь в Нью-Йорке нищий американец не сможет позволить себе какой-либо дом вообще. И наоборот, всего в 200-300 километрах от Москвы за стоимость обычной московской квартиры можно построить такой дом, что ни один американский каркасник рядом не валялся. Также стоит учитывать особенности менталитета. Американцы – кочевой народ. Появилась интересная работа в другом месте, сорвались и поехали. При таком образе жизни поневоле будешь относиться к дому как к чему-то временному и плевать на то, из чего он сделан и сколько простоит. Но планируете ли вы такие перемещения? Короче, мое мнение, не надо строить как в Америке. Во всяком случае, если речь идет о доме, где вы хотите прожить всю жизнь. Тем более, что в России качественные стройматериалы куда доступнее, чем в Америке. Равно как и труд специалистов, умеющих с ними обращаться. Возможно, что одноразовые бумажные скатерти и тарелки практичнее,
чем дорогой сервиз или льняная скатерть. Но что используете вы, накрывая стол к празднику? И за какой стол вы сами пожелали бы сесть? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.